В этом видео хочу поговорить с вами о девиациях. Для начала надо понять, что же это такое. Само слово девиация означает отклонение, грубо говоря, нетипичное поведение. Если рассматривать его в контексте трейдинга, то это отклонение цены от диапазона. Рынок со временем стал сложнее и хитрее, начал расторговываться более неочевидным способом. Крупные игроки на рынке так и хотят отобрать наши деньги, но нам есть что им противопоставить. В предыдущих роликах я уже не раз показывал, как расторговываться боковик. Это классические спринги и аптрасты. Теперь хочу показать более неочевидный вид расторговки боковика. Нам надо задетектить зарождение диапазона. Находим импульс, потом девиацию и смотрим, как присоединиться к нему. Последние месяцы на многих альтах было накопление и разворот через диапазон, и много где это было через девиацию. Такие трейды берутся от границ диапазона, и много где была возможность присоединиться. Сейчас покажу на примере SEI. Мне нравится, как на нем торгуются боковики. Как видим, у нас был диапазон с девиацией, после чего волна роста, которая перебила хай слева. Кто-то любит торговать в один патрон. Я предпочитаю это делать сеткой, смешав несколько стратегий. Сейчас покажу свой способ. Для этого нам нужно 3 ордера на покупку. Первый ордер ложится как раз на нижнюю границу диапазона, и от него уже на истории мы видим реакцию. Таким образом можно было войти в трейд на нижней границе диапазона и усидеть в нем. Так как первый ордер находится уже на границе диапазона, а выходить за ее границу уже не хочется, то второй и третий ордер уже страховочные для того, чтобы выйти в БУ. Просматривая графики на истории, вы сможете найти много таких диапазонов с девиацией, от границ которых можно было присоединиться. Подведем итог. Девиация — это развод от маркетмейкера, чтобы помешать нам забрать профит.